Здравствуйте, мужчины! Всех приветствую у себя в гостях. Меня зовут Алла, кто еще не знает. И сегодня давайте посмотрим, каких отношений с вами хочет женщина. Расклад общий на две позиции. Это будет первый вариант, вот эта колода. Вот эта колода будет второй вариант. Предупреждаю сразу, что смотрят только те мужчины, у которых есть женщины. Если у вас нет женщины, в принципе, нет никаких отношений, зачем вы смотрите общий расклад? Итак, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео. Вы можете у меня заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Я думаю, что вы уже определились со своим вариантом, первый или второй. Двойку мы пока прячем и смотрим первый вариант. Итак, сигнификатор первого варианта. Паж мечей. Двойка пентаклей. Ну, ребят, давайте сразу так. Первый вариант подойдет для тех, у кого сейчас отношения как бы претерпевают не очень хорошее изменение. То есть вы сейчас можете быть в напряженных отношениях. Вы сейчас можете быть даже в воинственных отношениях. Знаете, как это как некое соперничество. Оно не сильно большое, но оно здесь прослеживается. То есть первый вариант про те отношения, когда между вами есть ссоры, есть недопонимание, и вы сами чувствуете, что ваши отношения, они колеблются. То есть вы по женщине видите, что что-то ее не устраивает. Вы видите, что она себя ведет, вот как восьмерка чаш. Видите, как бы здесь человек уходит. Здесь человек оставляет вот то, что есть, и уходит в неизвестное. Поэтому по первому варианту здесь пара, в которой женщина, ну, как-то так себя ведет, вот как будто бы она готова, в принципе, выйти из отношений. Что еще происходит у вас? Аркан Дьявол. Манипуляций, ребят, здесь очень много. То есть, смотрите, здесь по первому варианту, здесь про то, что она вас вроде бы как и не держит. Ну, типа там, она может вам говорить, там, давай расстанемся, или там, давай побудем какое-то время отдельно друг от друга, или там, давай каждый из нас поживет пока свою жизнь. Но при этом вы видите, что она вас и не отпускает окончательно. У кого-то здесь может еще отыгрываться по первому варианту, знаете, как ближе, дальше. Длинный поводок, короткий поводок. Вы здесь сами точно так же можете себя вести. То есть у кого-то отыграется, что вы вдвоем применяете вот эту тактику ближе, дальше. У кого-то отыграется по первому варианту, что только она так себя здесь ведет. Давайте спросим, а в чем ты сомневаешься? Ребят, так как это общий расклад, я вам рассказываю варианты, а вы ищете свой вариант. Может быть, не будет вашего варианта, это нормально, потому что это гадание не для вас, а для тысячи людей. Поэтому слушайте и будете понимать, есть ваш вариант или нету. Значит, у кого-то может отыграться через финансы. То есть она понимает, что вы не соответствуете ее представлениям. Это может быть квартира, ваша заработная плата, это может быть социальный статус, ну типа как бы, особенно если это новые отношения, ну как новые, там до полугода, да, где женщина может оценивать вас вот именно с позиции меркантильности, типа насколько ты мне можешь подходить. Здесь может быть такое, что женщина более успешна, чем вы. И, соответственно, она может думать о том, что, а что будет через год? Ну вот как я буду с ним, если он там гораздо менее успешнее, чем я? Или, может быть, вы сейчас без работы? Может быть, у вас там бизнес ваш разрушился на сейчас? И она вот на это смотрит и думает, а насколько все-таки вот она хотела бы в этом оставаться. Но это не у всех так будет, это один из вариантов. У кого-то, ребят, здесь будет характер. В том плане, что, например, вот вы такой более спокойный, более размеренный. Может быть, вы по гороскопу вот стихия Земли. Это Тельцы, Девы, Козероги. А она может быть стихия огонь.
Овен, Лев, Стрелец. Или не обязательно вот прям огненный знак. Кто разбирается в астрологии, есть еще такое понятие, как на асценденте. То есть знаки зодиака, они по Солнцу берутся, как бы считаются, а по асценденту вы можете быть там из стихии Земли, например, да, например, Телец. Но ваша Луна может находиться в Овне. И, соответственно, тогда, несмотря на то, что вы Телец, вы будете очень огненным человеком по характеру, импульсивным, таким вот непоседливым, очень таким активным и все время чего-то хотящим, и все время куда-то бежащим. Здесь женщина, она вот именно такая. Здесь ей всегда всего мало, и я сейчас не только про деньги. Здесь женщина, которая хочет двигаться вперед, она может быть очень неусидчива, вот ей постоянно хочется каких-то достижений. Здесь может быть женщина-достигатор. И вот ей все время хочется какой-то активности, каких-то действий. А вы наоборот, а вы здесь можете быть как раз очень спокойным мужчиной, который, ну, не хочет он там, не знаю, срывать звезды с неба, и вас устраивает то, что есть сейчас в вашей жизни. И вот на этом фоне женщину это может смущать. Да, ее может это смущать, что ну а как я буду жить с человеком, вот когда я там готова просыпаться и пахать как конь, а он такой весь довольный, удовлетворенный, спокойный, как бы, ну вот как я буду с таким спокойным человеком жить? У кого-то вот так отыграется. У кого-то здесь отыграется, что она из какой-то богатой семьи, там, где родители, например, очень успешная, реализованная при финансах, и родители здесь могут ей капать в уши. А зачем тебе такой муж? А зачем тебе вообще такой мужчина? Ты же понимаешь, что он там не сможет удовлетворять твои запросы или вот тот уровень жизни, к которому ты привыкла. Поэтому у кого-то, ребят, здесь будут ее родители капать ей на мозг. Типа, что вы не тянете вот тот уровень жизни, к которому она привыкла. Так, ну вообще, вот что ты планируешь? Ты хотела бы быть с номером 1? Ребят, вообще-то да. То есть у большинства здесь отыграется, что она хочет быть. Но чего ты тогда так себя ведешь? Ну, смотрите. Вы знаете, здесь все-таки я склонюсь к тому, что у многих отыграется, что вот у этой женщины, у нее очень много капающих на мозг, и она их почему-то слушает. Здесь может быть мама, папа, здесь может быть какой-то близкий круг общения. У кого-то это может быть сестра, у кого-то может быть племянница, у кого-то это может быть бабушка, у кого-то это может быть подруга очень близко, с которой она постоянно общается, с которой она вас обсуждает. На самом деле, знаете, как бы здесь женщина хочет быть с вами, но вот как-то, знаете, ей другие люди, вот ее близкое окружение, они как-то внушают такие мысли, что типа ты смотри еще дальше, чего ты вот зацепилась за него, есть гораздо лучше. И вот она как-то, знаете, вроде как и хочу быть с тобой, но и почему-то я слышу других. Все равно, ребят, здесь есть что-то, что ее смущает в вас. Расклад общий, поэтому тут большое количество вариантов, что там может быть. Может быть, вы там ниже ее ростом очень сильно, она всегда хотела высокого мужчину. Может быть, вы не финансово не вытягиваете, она привыкла к другому уровню. Может быть, вы вообще не соответствуете вот ее представлениям, как мужчина должен выглядеть. Ну, то есть вы вот вообще не подпадаете под портрет ее мужчины, как бы она хотела, чтобы он выглядел. Здесь может быть разница в возрасте очень большая, и, например, вам там 50, а ей 25. И здесь могут родственники говорить, ну куда ты лезешь, зачем он тебе нужен, ищи там своих ровесников, или ну вот ты представляешь, как ты будешь с ним жить там через 10 лет, например. Вот все вот эти варианты под первый вариант подходят. Единички, ну вот такой вот был первый вариант. Отпишитесь, у кого срезонировало, кто себя узнал. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране находятся, поэтому пишите в WhatsApp, Viber или Telegram. У кого не отыгрался первый вариант, давайте посмотрим второй вариант. Итак, сигнификатор второго варианта. Так, тут очень хорошие перспективы, но
Чего-то тут вы сейчас, видимо, смотрите, 5 пентаклей. Так, аркан суд. Ребят, могу сразу сказать, что здесь у женщины есть к вам чувства. Но тут есть какие-то препятствия. Здесь есть чувства к вам. А что это за чувства? Смотрите, она себя точно видит с вами в будущем. Если это ваша жена, например, идет речь о вашей жене, то она здесь однозначно рассматривает будущее с вами. Если это ваша женщина, с которой вы пока не женаты, или вы там, не знаю, полгода, например, как только в паре, здесь женщина строит планы на вас, здесь женщина хочет с вами быть, но здесь есть какое-то большое жирное но. Видите, аркан суд, 5 пентаклей. Это про то, что в ваших отношениях сейчас есть какая-то большая проблема, есть какой-то камень преткновения. По этим картам это, знаете что, это как вот нет возможности строить отношения в принципе. С учетом происходящего, в принципе, вот в Украине у многих может отыграться, что, может быть, вы служите сейчас, может быть, вы на войне находитесь. Может быть, это не связано с войной, вы просто разъехались в разные страны там в силу разных каких-то причин. Может быть, кто-то тут временно закрыт. Это может быть места не столь отдаленные, тюрьмы, да, это может быть война, это могут быть больницы, это может быть лечение. Это могут быть какие-то, не знаю, может быть, вы не можете заехать в страну или выехать со страны. Ну, то есть тут сами думайте, расклад общий, поэтому я тут за всех, естественно, варианты не буду говорить. Поэтому тут подумайте, что вам сейчас мешает. Может быть, кстати, тут мешает возраст. Такое тоже может быть. Может быть, вы младше гораздо, чем она, или наоборот, вы старше очень сильно, чем она. И вот это как бы является какой-то очень большой прям такой помехой. Может быть, религия у вас разная. Например, вам в силу своей религии нельзя жениться на женщине, которая вот из другой религии. Может быть, ее род, ее родственники против вас, прям вот катастрофически против вас. Или наоборот, ваши родственники против. У кого-то это могут отыграться дети. Что вот ребенок, взрослый там, либо подросток сказал, все, вот если ты выберешь ее, или у нее, наоборот, ее дети могут сказать, если ты выберешь его, вот ты мне прям не мать. Ну, бывают такие дети, вот, которые прям все, вот эгоисты, эгоцентристы, и вот они не хотят принимать вообще никого, чтобы рядом с матерью кто-то был еще, кроме ребенка. Поэтому вот эти все варианты, они тут подходят. Поэтому кто себя узнал, вот отпишитесь, вот что это за препятствие, с чем это связано, почему вы сейчас, несмотря на ваши чувства, они тут точно есть, вот почему вы не можете сейчас быть вместе, то есть вам что-то реально очень сильно мешает. Какие чувства у нее к вам? Ну, смотрите, она здесь хочет с вами, ну вот опять же, семьи-то она хочет с вами, она хочет здесь с вами перспектив, будущего, на дне колоды 4 жезлов, то есть это все про семью, это все про перспективу на будущее, но почему-то 10 жезлов, то есть это как на сейчас нереально. Вот то, как сейчас вы живете свою жизнь, то, что сейчас происходит между вами, вот есть какие-то прям капитальные такие проблемы, которые, ну, как бы вы не хотели, вот как бы вы не стремились, как бы вы там не желали воссоединиться, ну вот как бы вы не можете этого сейчас сделать. Что у нее на сердце к вам? Ну, знаете, вот если бы можно было бы, смотрите, аркан колесница, она бы прям вот побежала бы к вам. Но туз мечей, это невозможно. И что ты будешь делать? Знаете, здесь про то, что она уже все варианты, которые возможны, она уже тут передумала 150 раз. Она тут уже себя и успокаивала, и истерила, и она тут, кстати, у кого-то могла болеть даже. Настолько здесь вот как-то все очень так сложно ей давалось. Вот ваша вот эта разлука.
Смотрите, аркан Луна закрывает расклад. Это о том, что она не видит вариантов, как можно это ускорить. То есть реально такое ощущение, что как бы от вас двоих ничего не зависит. Здесь женщина будет ждать. Здесь женщина будет ждать, здесь женщина будет максимально по ее возможностям с вами встречаться, переписываться, видеться, поддерживать ваши отношения. Человек здесь глубоко заинтересован в том, чтобы вы были в ее жизни. Может быть такое, что у вас связи даже нет. Я не знаю, с чем это может быть связано. Это все-таки общий расклад, а не личный. Но тут может быть такое, что вы в принципе не общаетесь, потому что между вами как нет связей. Но при этом она ждет вас, она думает о вас, она любит вас. Но вот пока что такая, скажем, ситуация, такие обстоятельства, когда мало ли чего ты хочешь, ну вот как бы жизнь показывает немножко по-другому, как это обстоит. Но на будущее здесь абсолютно перспективы, и здесь абсолютно человек хочет с вами быть и заинтересован в вас. Вот такие пироги у второго варианта. Все, двоечки. Вот такой был ваш расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео. Если у вас есть необходимость разобраться в какой-то своей сфере жизни или разобраться, что делать дальше в своих личных отношениях, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Мои контакты на экране, поэтому обращайтесь. На этом всем хорошего вечера и всем пока.